В Болливуде каждый день рождаются новые легенды и рушатся самые яркие мечты. На этом огромном экране судьбы переплетаются, словно сюжет кино. В один миг аплодисменты и блеск, в другой – тишина и одиночество. Но иногда среди сотен историй появляется одна, в которой реальность звучит красивее любого сценария. Она – девочка, которая с детства верила, что когда-нибудь выйдет замуж за человека, которого полюбила с первого взгляда. Он – мужчина, выросший в великой семье Капуров, наследник легендарной династии, чей каждый шаг обсуждали миллионы. Два мира, две судьбы и одна мечта – встретить любовь, которая выдержит все. История Алии началась не на съемочной площадке, не в мире славы, а в день, когда маленькая девочка впервые увидела Ранбира Капура. Ей было всего 9 или 10 лет. Она пришла на пробы к режиссеру Санаджаю Лили Бхансали. Ранбир в тот момент помогал на площадке. Он уже был ассистентом режиссера, мечтал стать актером, но пока учился ремеслу за кадром. Маленькая Алия смотрела на него так, как только ребенок может смотреть на своего будущего героя. Позже она призналась друзьям: «Когда вырасту, я выйду за него замуж». Эта фраза прозвучала тогда, как детская мечта, но оказалась пророческой. Ведь иногда судьба прислушивается к словам ребенка. Ранбир Капур родился в сердце Болливуда. Его дед Радж Капур – человек-эпоха, шоумен индийского кино. Его отец Риши Капур – актер, который мог одним взглядом заставить зрителя смеяться и плакать. Его мама Ниту Сингх – та самая улыбка старого индийского кино, символ доброты и женственности. С первых дней жизни Ранбир словно стоял под софитами. От него ждали продолжения легенды, нового блеска фамилии Капуров. Он учился, играл в спектаклях, работал за кадром у Бхансали, пока не получил шанс – фильм «Саурир» в 2007 году. Это был не просто дебют, а взрыв. Новый красавец Болливуда, новая надежда, новое поколение. Годы шли. Алия взрослела, шаг за шагом покоряя индустрию. Сначала робкие роли, потом признание критиков, награды, успех. Она становилась актрисой, которой восхищались и женщины, и молодежь, искренней, настоящей, живой. И все это время где-то там, на другом конце этого огромного кинематографического мира, жил и работал Ранбир. Их имена появлялись рядом в новостях, но они все еще шли разными дорогами. Казалось, что судьба ждет правильный момент, чтобы соединить две линии. Этот момент настал во время съемок «Брахмастры», грандиозного проекта, который должен был объединить мифологию, любовь и магическую силу света. Именно там произошло то, что невозможно было скрыть ни от журналистов, ни от коллег. Между дублями они смеялись, спорили, делились мыслями. Алия позже рассказывала: «Когда я была рядом с ним, мне было спокойно. Такое чувство, будто мы знакомы всю жизнь». Ранбир, по словам друзей, впервые за много лет выглядел действительно счастливым. Фильм стал для них не только профессиональной вехой, но и началом личной истории, где экранная магия перешла в реальность. Несмотря на искру между ними, долгое время Алия и Ранбир старались не выносить личное на публику. Они приходили на мероприятия отдельно, не давали комментариев и избегали лишних вопросов. Но Болливуд не умолкал. Одни говорили о пиаре к фильму, другие – о чистом чувстве. Слухи достигли пика в 2018 году, когда пара впервые появилась вместе, на приеме по случаю свадьбы Сонам Капур и Ананда Ахуджи. Алия в нежно-зеленом наряде, Ранбир в светлом костюме, они шли рядом, улыбались, и все стало ясно без слов. С этого момента публика увидела – это не рекламная история, а любовь, которая растет тихо, но уверенно. Но ни одна история не бывает только светлой. В жизни Ранбира наступил тяжелый период. Его отец, великий Риши Капур, боролся с раком.
Многие месяцы он проводил в Нью-Йорке, проходя лечение. Алия в то время находилась рядом, не как коллега, а как часть семьи. Она поддерживала Ранбира, навещала вместе с ним отца, старалась подарить тепло, когда мир вокруг становился холоднее. В те годы они пережили многое – боль, тревогу, потерю, и именно тогда их связь стала нерушимой. Позже Ранбир признавался, что с приходом Алии его жизнь обрела покой и смысл. Эти слова не были эффектной фразой, в них слышался голос человека, который наконец нашел дом в чьих-то глазах. После долгих лет ожиданий и слухов их союз наконец получил официальное подтверждение. В апреле 2022 года они поженились. Без помпы, без сотен гостей, без телекамер. Просто дома, в их уютной резиденции Васту в Бандре, Мумбаи. Всего несколько десятков близких родственников и друзей стали свидетелями их счастья. Алия потом написала в соцсетях: «Мы поженились в доме, где провели самые счастливые моменты своей жизни. Именно здесь начинается новая глава». Фотографии мгновенно разлетелись по интернету. Белые и золотые наряды, легкие улыбки, блеск глаз – все говорило – мечта сбылась. Через несколько месяцев, в ноябре 2022 их счастье стало полнее, у пары родилась дочь Рааха Капур. Эта новость мгновенно облетела всю Индию. Миллионы поклонников радовались вместе с ними, а пара поблагодарила всех за любовь и попросила уважать личное пространство их ребенка. Алия позже призналась, что материнство стало самым глубоким опытом в ее жизни. Каждый день с дочерью – это урок терпения, силы и нежности. Ранбир в интервью говорил, что отцовство изменило его полностью. Теперь он смотрит на мир иначе, а все, что раньше казалось важным, поблекло перед улыбкой маленькой Раахи. Их история – это не рекламная сказка и не пиар. Это история о том, как мечта, произнесенная в детстве, стала судьбой. Она – девочка, которая когда-то сказала «я выйду за него замуж». Он – мужчина, который прошел путь от наследника великой фамилии до человека, нашедшего покой в любви. Они вместе прошли испытания, потерю, счастье и новое начало. И все это время их отношения оставались такими, какими были с первого дня, искренними. История Алии Бхат и Ранбира Капура – напоминание каждому, кто когда-то мечтал и сомневался. Иногда то, что кажется детской фантазией, становится пророчеством. Иногда слова, сказанные шепотом, слышит сама судьба. И если вы верите в настоящую любовь, помните – все начинается с мечты и тех, кто не боялся ее произнести. А как вы думаете, зрители, их история – это случайность или тщательно написанный сценарий судьбы? Поделитесь мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди новые истории, полные эмоций, тайн и вдохновения.